Всех приветствую. Конечно же, главное событие на этой неделе, и оно состоится сегодня в 9 вечера, это решение по процентной ставке ФРС. Также в это же время состоится заседание ФОМЦ, состоится пресс-конференция этой организации, на ней выступит Джером Пауэлл, расскажет дальнейшие свои мысли и действия по денежно-кредитной политике, как они ее собираются дальше ужесточать. Ну а что касается процентной ставки, в этот раз все ожидают поднятия на 50 базисных пунктов, то есть на 0,5%. Сейчас она уже 0,5%, а ожидается, что будет целый процент. Сразу же возникает вопрос, как отреагирует цена биткоина на это изменение. В одном из предыдущих роликов я уже показывал взаимодействие S&P 500 и биткоина касательно повышения процентной ставки. И вот на примере последнего такого восходящего повышения этой процентной ставки, было это в конце 2015 года, когда началось серьезное увеличение, биток также начал свое восхождение до пиков. Однако не стоит воспринимать это как сигнал к росту, потому что, как мы видим на двух этих графиках, когда биткоин закончил свой рост, процентная ставка еще практически столько же времени продолжала увеличиваться. Можно сказать, до ценового дна биткоина. И когда процентная ставка начала уменьшаться практически до нуля, все это время у нас биткоин рос. Сегодня у нас второе серьезное повышение процентной ставки. В прошлый раз повышали на 25, сегодня ожидается аж на 50. То есть график также попрет вверх. Если же основывать свое предположение на историю, то ожидается в скором времени и рост биткоина. Какое еще можно найти подтверждение? Давайте посмотрим взаимосвязь S&P 500 и инфляции, которая достигает своего практически максимума. У нас есть трендовая линия, сейчас мы находимся практически у максимумов, и как мы видим, больших падений на пиках инфляции не наблюдалось. Так было в 2020 году. 1920, после того, как процентную ставку поднимали, после того, как инфляция падала, мы увидели на S&P 500 совсем небольшую коррекцию и снова булран с перехаем. А падение было совсем не на пиках инфляции. В 1947 году такая же ситуация, были пики инфляции, началось ужесточение, инфляция падала, а S&P 500 продолжал рост. В 80-х годах такая же история, это уже третий случай. Снова мы увидели в скором времени перехай. Ну и сейчас аналогичная ситуация, даже если мы увидим какую-то небольшую коррекцию, в целом тренд продолжает быть восходящим, и S&P 500 будет расти, потянув за собой и биткоин. Начался май, и за первые дни этого месяца биткоин вырос уже на 3%. В целом май за всю историю биткоина показывал себя совершенно по-разному. Если прослеживать какую-то взаимосвязь, то ни разу не было два подряд минусовых мая. То есть в 2013 году был минус, и уже в 2014 мы показали рост почти на 40%. В 2015 был минус, в 2016 почти плюс 20%. В 2018 было минус 18%, на следующий год показали почти плюс 60%. Ну и основываясь на этом, видим, в 2021 году был минус 35%, вполне можно ожидать в этом году хотя бы какой-то небольшой плюс, который мы сейчас на данный момент и видим, за первые дни месяца плюс 3%. Пока серьезного роста на биткоине мы не наблюдаем, по-прежнему страх у нас в экстремальной зоне. Индекс страха и жадности сегодня демонстрирует цифру 21, вчера была цифра 27. После того, как мы с середины ноября начали падать с предыдущего пика биткоина, цвет этого индикатора окрасился в такой не очень приятный глазу оттенок и продолжается до сих пор. Обновилась информация по позициям с Чикагской товарной биржи, CME, информация от 26 апреля, в последний раз была информация от 19 апреля. То есть изменение позиций с 19 по 26. Крупные игроки увеличивали лонги, сокращали шорты, мелкие игроки совершенно наоборот, сокращали лонги, увеличивали шорты. И уже который раз подряд мелкие игроки, можно сказать, остались в выигрыше. Вот дневной график биткоина, 19 число, мы были под скользящей средней 50-кой, цена была в районе почти 42 тысяч, и далее полетели вниз. 26 числа зафиксировали достаточно сильное падение, то есть шорты здесь выигрывали, тот, кто был в лонгах, остается им только посочувствовать. Ну и судя по информации с CME, крупные игроки увеличивали лонги и на этом, можно сказать, потеряли. Ну а в целом по позициям, что крупные игроки практически разделились 50 на 50, что мелкие игроки свои позиции также разделили 50 на 50. Посмотрим сегодня, как изменились шорты и лонги за сутки. Сократились шортовые позиции минус 7,6%, лонги подросли на 1%. Ну и на динамике шортов и лонгов за 2 недели тенденция явно выраженная. Лонги строго вверх, шорты до начала мая
также шли вверх, набирались, но вот со 2 мая начали свое снижение. Их каждый день все меньше и меньше. Что же касается ликвидации этих позиций, почти 41 тысяча трейдеров потеряла за последние сутки деньги, собрали со всех более 102 миллионов долларов и 70,5% теряли свои деньги лонгисты. На мелких таймфреймах после пробития лоев у нас постоянно ликвидации росли, ну и почему бы еще раз не пробить эти лои, протестировать и собрать оставшиеся деньги. Третий топовый кошелек после того, как продал 29 апреля в конце месяца еще 1500 биткоинов, уже в начале 3 числа откупил 1000 и плюс еще 64 биткоина. И сидится данному киту спокойно, решает он поторговать в этом флете. При самых небольших колебаниях он то продает, то покупает, но какого-то определенного решения у него нет. Он все не сливает, но и не закупается. Резервы биткоина на всех биржах продолжают свое снижение, его больше выводят, чем заводят. В конце апреля немного притормозилась данная динамика, но буквально прямо с 1 числа, с 1 мая, выводы снова ускорились. Интересная ситуация у нас на проценте предложения в профите. У нас здесь образовалась еще большая дивергенция. В одном из прошлых видосов я говорил, что у нас сформировалась вот такая ситуация, что цена практически на одном уровне, даже в прошлый раз была она повыше, а те, кто в профите, их все меньше и меньше. Тем самым они сформировали вот такую дивергенцию. В прошлый раз, когда мы наблюдали такую же ситуацию, график пошел наверх. Но сейчас у нас на более крупном масштабе можно наблюдать то же самое. Вот отсюда с прошлого года, с лета прошлого года, когда был локальный минимум, сейчас у нас еще меньший процент предложения в профите. Вот такая нисходящая динамика. Ну а цена, в принципе, понятно, она у нас находится выше. Такой полугодовалый, даже больше, образовался дивер. Но отработка такой ситуации здесь в приоритете это, конечно же, хотя бы на рост какой-то цены биткоина. Хотя бы на отскок, чтобы разгрузить этот дивер. Ну а сколько у нас здесь в процентах? На данный момент менее 60% людей сейчас находится в профите. Точнее, даже не людей, а меньше 60% предложения биткоина находится в профите. 59-29. В прошлом году летом, когда мы развернулись, этот процент был равен почти 66. Логарифмические уровни посмотрим, которые неплохо себя показывают, неплохо отрабатывают. В прошлый раз мы находились на уровне в районе 40 тысяч, нижний уровень поддержки. В одном из прошлых видосов я сообщал, он был возле 37. И как мы видим, цена практически сюда и пришла. И если же будем возвращаться на верхний уровень, куда сейчас происходит отскок, верхний уровень сопротивления равен цене 41 300 примерно. Нижняя же грань, она будет последняя в этих логарифмических уровнях, и она составляет 32 300. За нижний уровень мы выпадали лишь однажды. Это на коронакризисе. Тогда мы быстренько выпали и улетели наверх. Поэтому уход сейчас на 20 баксов, на 20 тысяч баксов, как многие мечтают, пока что достаточно неправдоподобен. Вот нижняя грань на данный момент равна 32. Если и улетим вниз, то совсем ненадолго. Что у нас по популярным альткоинам? На третьем месте после биткоина и эфириума по обсуждению у нас Algorand. Данная монета стала партнером чемпионата мира по футболу будущего. Об этом я постил в своем телеграм-канале. И на этой новости монета немного подросла. Давайте посмотрим, как выглядит данная монета. В последний раз, когда мы смотрели, я обозначил только вот такой восходящий тренд, от которого мог произойти отскок. Мы пришли к этому тренду, к этой трендовой линии, но отскока нормального не было. Пробили его, протестировали даже снизу и продолжаем лететь вниз. Есть несколько факторов, которые говорят об увеличении возможности разворота. Это у нас как раз таки на новости произошел рост объемов. Видим здесь на индикаторе дивергенцию, то есть цена у нас полетела вниз, а индикатор свои лои не обновил. Ну и объем также пошел наверх, также расходится он с ценовым движением. Заходного импульса пока нет, находимся под скользящими средними. Здесь я бы не стал заходить в лонги на этой монете. Пока ждем, как будет отрабатывать себя в дальнейшем эта цена. Но то, что объемы появились, это достаточно хорошо. На 4 часах пробили, сейчас пытаемся закрепиться над ней. Будет идеально, если мы дорисуем здесь структуру импульса. Уже нарисовали 1, 2, 3. Возможно, находимся в четверке, если как раз таки пятеркой мы выбьем вот эту скользящую 200-ку и уже здесь попытаемся закрепиться. Вот здесь тогда вероятности разворота и похода наверх будет значительно больше. До тех пор, пока стоит понаблюдать за этой монетой. Не факт, что произойдет разворот. Тренд здесь локальный и глобально пока нисходящий. Ну и давайте посмотрим еще биткоин. На нем глобально ничего не изменилось. Продолжаю следить за структурой ABCDE, вот за этим треугольником. На данный момент в приоритете сценарий, что волна D завершилась. Находимся в волне E, и она может завершиться в скором времени. После чего
можно будет рассчитывать на выход из этого треугольника с обновлением хаев. Если посмотреть на 4 часах, то видим, что здесь понижаются объемы, но на этих понижающихся объемах также есть и положительные сигналы. Это, например, дивергенция на индикаторе. То есть при желании здесь можно найти как сигналы на лонг, так и на продолжение снижения. Поэтому нужно побольше набрать подтверждение того, что мы будем разворачиваться. Были здесь несколько раз импульса, 2 раза на них меня даже прокатили, и сейчас я буду дожидаться более серьезного, более устойчивого подтверждения сигнала на рост. Да, движение сейчас неплохое, но нужно хотя бы закрепиться над вот этой скользящей средней. Поэтому прогноз здесь остается без изменений. Сегодня торговать я на биткоине явно не буду. Сегодня у нас заседание ФРС, изменение процентной ставки. Как минимум буду дожидаться закрытия дневной свечи. И по ее результатам буду уже принимать решение. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на Telegram. Всем удачной торговли и счастливо!